Новость, которая буквально несколько часов была озвучена, это рост экспорта электроэнергии из Азербайджана в Россию. И за первое полугодие он составил по отношению к прошлому году порядка 6%. И доход Баку от такого экспорта за первые полгода, насколько я понимаю, составил там где-то порядка $3 миллионов. На твой взгляд, с чем связан такой рост экспорта в электроэнергии в Россию, откуда он идет, и, скажем так, это какое-то взаимовыручка, то, что мы с тобой когда-то говорили, да, что Грузия, Азербайджан и Россия, да, стоят в треугольнике, и если кому-то срочно понадобится электроэнергия, страны друг друга выручают. Это получается вот такая взаимовыручка от Азербайджана, и с чем она связана? Ну, что у нас удобно, можно зайти на сайт системного оператора и получить всю информацию не в кликбейтовых заголовках, а в числах с запятыми. За январь-июнь, то есть за первое полугодие, Азербайджан экспортировал в Россию 64,669 миллиона киловатт-часов. Это вообще капля в море, прямо скажем. Но это на 5,8% больше год к году. Денежная выручка $2,92 миллиона США, плюс 7,5%. При этом одновременно Россия экспортировала в Азербайджан 38,57 миллиона киловатт-часов. Физический объем снизился на 8,4%. Разница в пользу Азербайджана 26,6 миллиона киловатт-часов. Ну, как бы это помягче сказать, для России это, совсем немного. Я очень мягко выразился, надеюсь. Это обычная приграничная торговля, то, что приграничные перетоки, то, что в пользу Азербайджана, джентльмены, для тех, кто забыл, на всякий случай напоминаю, что в 2025 году в Азербайджане действительно случилось событие, которое заслуживает внимания со всех сторон. Я имею в виду начало эксплуатации газовой электростанции 8 ноября. Место Минчегевир, рядом со старой азербайджанской ТЭС, мощность 1880 мегаватт. С учетом того, что в Азербайджане общая установленная мощность порядка 10 гигаватт, это 20% на одной электростанции. Но это серьезное событие. И это генерация абсолютно надежная, не зависящая ни от погоды, ни от времени года, ни от чего бы то ни было. То есть это гарантированно, это то, что есть в распоряжении Азербайджана, чем он, соответственно, и пользуется. Газ свой, электростанция своя. Да, проект, конечно же, не по собственных технологиям. Ансальдо, это Италия и китайская Донфанг Электрик, то есть все вместе вот этот проект реализовали. Вот она есть. 1,88 гигаватта надежной генерации. Соответственно, возможность поставлять в Россию стала лучше. Я думаю, что вот этот небольшой плюс, который получился, это как раз то, что происходит летом. У нас летом, к сожалению, в южных регионах традиционно дефицитчик есть, тем более, что граничит Азербайджан из наших регионов, напомню, с Дагестаном. Там пока новых мощностей не вводилось, соответственно, дефицит летом вполне возможно, что мы и наблюдаем. Но вот эти 26 миллионов киловатт-часов для нас погода не сделала, для того, чтобы наши двусторонние отношения стали лучше, по-моему, только на пользу пошло. На всякий случай, еще раз цифры. Да, из Азербайджана пришло 64,7 миллиона киловатт-часов, из России 38,1 миллиона киловатт-часов. Совершенно нормальная работа, нормальная обстановка. Сенсации не вижу в упор. Даже если будете очень сильно просить, 38 миллионов киловатт-часов за полгода. То есть провозгласить, что Россия попала в энергетическую зависимость от Азербайджана, можно, но для этого надо быть европейским журналистом. Или политиком. Продолжим тогда тему электроэнергии из Азербайджана. Президент страны Ильхам Алиев заявил о разработке проекта прокладки энергетического кабеля
через Черное море, соответственно, поставки электроэнергии из Азербайджана через территорию Грузии в Румынию. И, по-моему, то ли в начале этой недели, то ли на прошлой неделе была информация о таком же, скажем так, проекте, еще включая Турцию и Болгарию. Вот на твой взгляд, по-моему, мощность кабеля, это я сейчас навскидку пытаюсь вспомнить, 1300 мегаватт. На твой взгляд, насколько вот такой проект может быть реализован в ближайшее время, ну, особенно зная сейчас специфику работы в акватории Черного моря? Ну, это точно не сегодня. Это точно не будет реализовано в каком-то бешеном темпе. Проект серьезный, более 1000 километров по дну Черного моря, и дно непростое, и Черное море непростое. А уж говорить о том, что работать можно начинать прямо сейчас, ну, точно не стоит. Но есть сообщения из Румынии, они начали работу в своей акватории. Надо рассчитать, как пройдет кабель, чтобы его не повредили. Ну, чтобы не быть совсем европейцами, помните все эти истории, кабеля, которые, как выясняется, не лежат в коробах, их цепляют якорями, вот, чтобы всего этого не было. Но действительно, речь идет о кабеле мощностью 1,3 гигаватта. Это весьма серьезно, но это с одной стороны. И название у него есть Green Energy коридор, вообще все хорошо. Для Европы это, конечно, не революция, 1,3 гигаватта для объединенной энергосистемы НЦЭ, но это точно не что-то рекордное и так далее. Но, тем не менее, считается, что сейчас проект перешел из стадии «давайте когда-нибудь построим» в более предметную инженерную фазу. Сообщение от Трансэлектрика румынской было еще в конце июля. С их стороны было подтверждение подготовки геофизических исследований, да, не только возле порта, но и дальше, с соответствующим подготовкой технико-экономического обоснования. Проект, правда, дорожает на глазах, но тем не менее. 12 августа итальянская цессия предлагала обсуждать следующие шаги проекта, то есть начинается исследование трассы кабеля. Естественно, в том коридоре возможностей, который дает обстановка над Черным морем, где, как известно, небо совсем безоблачное в последнее время. Так что о чем говорит господин Алиев? О том, что такой проект возможен, о том, что вот этот зеленый коридор может наполнять электроэнергией не только азербайджанской, но и грузинской. Обращаю ваше внимание, что я не про политику, я чисто про инженерные вещи. Прозвучало это, когда сразу после того, как в течение 2 недель в Грузии произошло 3 блэкаута. То есть транзитная страна Грузия, ее линии электропередачи, система распределительных сетей, магистральных сетей, она требует более чем серьезной модернизации. Что для того, чтобы проект этого энергокабеля начал окупаться, необходимы стабильные поставки. Ничего другого предложить нельзя. Пусть все хорошие, все друг друга любят, электроэнергия там просто зеленого цвета, невероятно изумрудного, все хорошо. Но если вы не можете гарантировать поставки тогда, когда покупатель готов принимать, будет масса вопросов. Не забываем, что торговля электроэнергией в Европе биржевая, возможность выйти хотя бы на среднесрочные контракты, ты должен гарантировать стабильность. Соответственно, возникает вопрос, насколько будет стабилен транзит через Грузию. Там расследование еще только начато, были самые разные заявления, подозревали в нехорошем Ингуре ГЭС, отдельно провели испытания для нее, нет. Электростанция работает абсолютно корректно. С генераторами все в порядке, с выводом мощности тоже все в порядке. Это значит, что где-то в сети был системный сбой, потеряли частоту. При потере частоты автоматика защищающая вообще ни о чем не думает, она просто все выключает и приглашает человека. Вот ты приходи и думай, а я пока все выключил, потому что что-то нехорошее. Что это значит для Грузии? Моя чисто техническая, ни в коем случае, что я на чем-то настаиваю или еще что-то. Если смотреть грубыми мазками на объединенную энергосистему Грузии, 80% генерации гидроэлектростанции. 20-25% это тепловые электростанции, да, надежные, да, относительно свежие, то есть работают они хорошо, но их просто мало физически.
Если вы хотите поставлять зеленую энергию для того, чтобы у вас внутри никаких проблем не возникало, вы должны сами себя перестраховать, как это сделал Азербайджан. Азербайджан, введя вот такую мощную газовую электростанцию, теперь имеет возможность спокойно, не торопясь, тщательно рассчитывая, строить солнечные электростанции, ветроэлектростанции, может быть, где-то малая ГЭС, горы позволяют вполне такие места найти. И вот эту зеленую энергию можно отправлять на экспорт. Никаких проблем. Потому что внутри Азербайджана, благодаря новой мощной газовой электростанции, вообще все в порядке. Время есть. И даже то, что происходит, вот известные всем нам события в Черном море, играет только на руку. Инженеры энергетики в Азербайджане могут работать не торопясь. Не в припрыжку, тщательно рассчитывая собственные сети для того, чтобы в кабель вложить 1,3 гигаватта мощности. Эту энергию надо собрать с разных электростанций, значит, надо тщательно просчитывать сети. Мне кажется, для того, чтобы в Грузии все было спокойно, но очевидно, если собираемся отправлять 1,3 гигаватта на экспорт, вот 1,3 гигаватта для перестраховки должны появиться в самой Грузии. И оптимально, если это будут не гидроэлектростанции, потому что здесь варианты, ну, допустим, по перетокам между Россией и Грузией мы это видим. Летом перетоки, весной перетоки идут из Грузии, работают гидроэлектростанции, все в полном порядке. В осенние и зимние перетоки из России. То есть очевидно, что вот эти полугодовые колебания есть, для того, чтобы их устранить. Вот те самые 1,3 гигаватта надо новых мощностей. А с учетом того, что Грузия страна горная, линии электропередач не лучшим образом там строятся, это не должна быть одна мощная ГЭС, ТЭЦ. Ну, с чисто инженерной точки зрения, это 3-4 теплоэлектростанции, желательно на газовых турбинах, с тем, чтобы маневрировать можно было в разных регионах Грузии. С тем, чтобы не возникла проблема, вот здесь что-то случилось, и вся система легла. Ну, случилось, допустим, с одной ГЭС не хватает воды. Включилась ровно одна газовая турбина, все в порядке, баланс есть. Но сколько времени это потребует, какие финансовые вливания в это требуются, я, разумеется, считать не собираюсь. Мы прекрасно понимаем, что решение будет принимать сама Грузия, такие, какие Грузии нужны, а никому бы то ни было еще. Проект такого экспорта есть. Мы не забываем, что и в Грузии, и в Азербайджане очень неплохая инсталляция. Горы позволяют строить ветроэлектростанции. Возможности есть. Остается решить, что делать для того, чтобы обеспечить стабильность такого проекта, стабильность поставок, чтобы не рвалось в связи с тем, что малая водность. Зимой, извините, мы вам электроэнергии не дадим, мы будем накапливать воду в водохранилищах. Это покупатели в Европе точно не поймут. Работа большая, то, что об этом заговорили уже сейчас, ну хорошо, время есть, работайте. Работы много. Не говоря уже про то, что предстоит работать в Черном море, а здесь, как известно, требуется спокойствие. Для того, чтобы спокойствие возникло, необходимо, чтобы Россия последовательно реализовала все цели СВО. Тогда возникает спокойствие и полный порядок. Ждем. Давай тогда перейдем в Европу. Вначале на север Европы, где Латвия начала изымать из единственного в Прибалтике подземного хранилища газа. Ты сейчас правильно выговоришь название, да, то есть не закачивает сейчас газ на зиму, а начала изъятие из ПХГ. На твой взгляд, с чем это связано и как это вообще отразится на, скажем так, зимнем периоде для стран Балтии? Ну, правильно выговорить название, ничего сложного. Единственное в регионе крупное подземное хранилище газа, оно вообще единственное на самом деле. Недалеко от Риги местечко Инчукалнс, так называется, Инчукалнс. Ничего такого страшного. Я тоже немножко удивился в этом сообщении, что пошли изъятия, как-то, что такое происходит, пока не добрался до статистики. Да, действительно, изъятие есть. 13 августа заявлен отбор из подземного хранилища газа Инчукалнс. Так, сейчас попробую сосчитать все запятые. 0,3035. Это что у нас? 10-тысячных миллиарда кубометров в сутки. Вот. То есть 9 миллионов... Нет, 900 тысяч кубометров в сутки изъятия.
Это не изъятие, это просто регулировка того, что необходимо для газовых электростанций. Просто вот так сложилось. На всякий случай напоминаю, что невероятно разумные политики Прибалтики отказались от трубопроводных поставок из России. Что у них в результате есть? Как попадает газ в подземное хранилище Инчукалнс? Это либо СПГ, регазифицированный в Финляндии и прошедший через Балтик Коннектор, подземный трубопровод, связывающий Финляндию и Эстонию, соответственно, через газовую систему Эстонии и Латвии, построенные в тяжелые советские годы. Раньше у них вот никаких газовых сетей не было, было хорошо, но пришли оккупанты, и взяли и построили сети газовые, да еще и электростанции, ужас какой-то, пока это не ликвидировано. Шучу, но на самом деле вот он добрался до Инчукалнса. Хорошо. С южной стороны это либо регистрационный плавучий терминал «Независимость» в порту Клайпеды, и дальше по трубопроводу свежепостроенному, это уже в постсоветское время, набирается до Инчукалнса лег. Либо, если нет ни там, это Свиноujście в Польше, по газовому интерконнектору Польша-Литва добрались до Литвы и отправились все в тот же Инчукалнс. Во всех трех случаях СПГ. Во всех трех случаях нужно этот СПГ принять. И вместо того, чтобы работать в ужасных условиях, когда ты получаешь газ, когда он тебе нужен, это страшное дело. Это страшная была зависимость от России. Сейчас все хорошо. Где-то не сложились морские условия. Танкер пришел на пару дней позже. А где-то танкер, который шел в Европу, трейдер узнал, что в Азии предлагают больше денег. Он вообще пошел в другую сторону. У вас перерывчик. Вам надо подождать, когда придет следующий танкер. Вам нужен газ? Да, берите, пожалуйста, в Инчукалнсе. Потом вернете, ничего страшного. Это романтика, это намного интереснее, чем день за днем точно знать, когда ты что можешь получить. Вот сейчас так весело. Как там погодные условия в Атлантическом океане, если, допустим, это СПГ, произведенное в США, или все ли в порядке в Тринидаде и Тобаго? Оттуда тоже идут поставки. Может быть, из Алжира, может быть, еще откуда-то. Может быть, Норвегия решила подкинуть. Возможны варианты. Теперь не скучно, теперь за всем этим надо следить, за морским трафиком, за погодой, за не знаю чем еще. Вот характерно показывает, насколько выполняется одно из аксиом объединенных энергосистем – надежность и обеспеченность. Если это называется надежность, и вы летом оказываетесь в ситуации, когда вынуждены, пусть и в небольших, в микроскопических объемах, но газ поднимать, это значит, что ни о каком точном графике, о соблюдении графика поставок речи вообще не идет. И это лето. Ну, все же сделано добровольно. Мы, будучи демократами, можем наблюдать, как резвятся обитатели прекрасного сада имени Борреля. Им там хорошо. Сегодня на море шторм, поэтому, извините, у вас газа нет. Ну, так получилось. Вот такой прибалтийский феномен. Вместо того, чтобы стабильно получать газ по сети магистральных трубопроводов «Сияние Севера», мы теперь ждем в буквальном смысле у моря погоды. Придет, не придет. Сегодня или завтра. Ну, давай тогда переместимся на юг Европы. И вот, возвращаясь к нашей предыдущей теме, это к энергокабелю в 1,3 гигаватта, я думаю, что та же самая Румыния не отказалась бы получать эти гигаватты прямо сейчас, потому что мы с тобой в прошлой программе говорили о возможной остановке второго блока АЭС Черновода в Румынии и об полной остановке АЭС Пакш, что в Венгрии, то сейчас наоборот Пакш заработал, но как бы там с очень тяжелыми условиями, то есть там правительство собирается ставить перекатную дамбу над станцией и собирается топить баржи для того, чтобы поднять уровень Дуная до насосов, которые идут на охлаждение АЭС Пакш, а вот Черновода как раз-таки буквально встала полностью. На твой взгляд, вот... 13 августа, да, полностью остановлена. Да, что ждем дальше на фоне той жарищи, которая продолжается в Европе? Ну, в Европе пошла пятая волна жары, добралась до Англии, 38,2 температура, и движется в сторону материка.
Европа потеет, ей немножко неприятно. Так бывает. Если говорить серьезно, да, действительно, Черновода ниже по течению Дуная, все, никаких вариантов не осталось. Сток воды 500 кубометров в секунду вместо обычных для этого времени года 2000, то есть в 4 раза меньше воды. ПАКШ выдерживает не в лучшем состоянии, из 2000 мегаватт в строю 500, то есть 25%. Когда это закончится, не от нас с вами зависит, даже если Еврокомиссия напишет срочно какую-то резолюцию и проголосует ООН, Дунаю как-то вот на это все равно. Нет воды. Была малоснежная зима, было вот такое лето, 4 волны жары прошли, температура за 40, что ж вы от реки хотите, она обмелела. Вот. Ситуация пока не становится оптимистичной, тем более, что в Болгарии возникает вопрос, выдержат ли их. Атомная электростанция, там одна из них тоже с прямым охлаждением. Холодную воду взяли выше по течению, прогнали через теплообменник, через турбину, вернули горячую. Так делать нельзя. Температура в реке слишком высокая, соответственно, природоохранные организации не допускают такого безобразия. Вот такой комплект, все это усиливается тем, что проблемы во Франции, та же самая ситуация, атомные электростанции, атомные энергоблоки, работающие на прямом охлаждении, вынуждены просто останавливаться. Что если температура воды в реке под 30 градусов, то после сброса горячей воды из теплообменника, простите, там вареные лягушки поплывут, вареная рыба и прочее, прочее.